Камера видеонаблюдения с AliExpress. На данном видео пример разгильдяйства, раздолбайства продавцов в магазинах на AliExpress. Часто такое встречается, некомпетентность продавцов. Магазин TVPCI. Многие, кто покупают камеры, видели этот магазин. Неплохой, в общем-то, ассортимент, то, что они заявляют. Увидел я камеру 8-мегапиксельный вариант Sony матрицей EMX415. Там же можно заказать и 5-мегапиксельный вариант Sony матрица EMX335, немного будет дешевле, с картой памяти, без карты памяти. Заявлено слежение за людьми с автоматическим зумированием. Приложение XMI ICC. Пятикратный оптический зум. Небольшая камера в небольшом корпусе. В общем-то, то, что мне и нужно было для моей системы видеонаблюдения, для видеорегистратора. Небольшой зум, камера за небольшую стоимость, все есть. Слежение, автоприближение человека, двухстороннее аудио, формат сжатия современный, Sony матрица, хорошая картинка днем-ночью, все, отлично. Беру, заказываю. Что ко мне приходит? Первая наклейка на коробке. Вот эту сразу первую я увидел. Sony EMX335. Думаю, блин, я же заказал 8-мегапиксельный, что он мне прислал. Дальше наклейка. Sony EMX415. Приложение Videolink. Так я же заказывал с приложением XMI ICC. 5-мегапиксельное с приложением XMI. Давай же смотреть дальше, уже началось с интересного. Думаю, что ж там вообще за камера ко мне пришла. Блок питания в комплекте 12-вольтовый. Заявлено, кстати, POE вариант камеры. А POE я сейчас проверю, я еще не проверял. Крепежный элемент. Инструкция, походу, от другой камеры. С другим приложением. Хотя XMI Pro. XMI Pro. Инструкцию положили... Та, что нужна. Камера, так как выглядит она на магазине. Смотрите, дальше наклейка. Модель. Пятикратная оптика. Sony EMX415. Приложение Videolink. Блин, ну думаю, мне важно было приложение XMI, потому что мне хочется с этой камеры включать и выключать слежение именно с видеорегистратора, чтобы не заходить с приложения, а захожу на канал камеры, на который она добавлена, на видеорегистратор, и там произвожу все манипуляции, не заходя в приложение. Для меня это важно было. Если я к своему XMI видеорегистратору подключу камеру с приложением Videolink, такую вот, со слежением, со всеми делами, поворотную, то мне придется функции включать, выключать слежение именно с приложения заходить. XMI-евская камера ICC с приложением одного производителя с видеорегистратором. В этот момент я смогу слежение выключать именно с видеорегистратора, не заходя в приложение. На это я и рассчитывал. Подключаю камеру, камера с приложением, с тем, что я заказал, XMI ICC. Она не имеет слежения, ни приближения человека, как заявлено, автоматического отслеживания людей нету. Определение силуэта человека есть, фиксация лица есть, не знаю, работает или нет. Сейчас выношу на улицу камеру, подключаем, буду смотреть. А заявленного слежения нету. Ну, это как бы немаловажно, зачем ты указываешь на странице продавца, что имеется отслеживание. Спорил я с ним в переписке, доказывал, что вот же он мне доказывает, что слежение есть, я ему показываю, что слежения нету, он мне говорит, пишет пресет, введи пресет 92, активируй, и тогда включится слежение. Я ему пишу, что с приложением камеры XMI не включается слежение пресетами, оно должно быть или на приложении, или на видеорегистраторе возможность включения. Данного варианта нету. В конечном итоге я открыл спор, предоставил доказательства, что того нету, и такую камеру, в общем-то, я заказывал с другими функциями. Спор еще, результата, итога нету. Продавец пишет в итоге: извините, я перепутал, я думал, вы купили камеру с приложением Videolink с 15-кратным зумом.
там все это есть, а в этой этого нету. Пишу, зачем вы тогда указываете на странице товара, что есть? Пишет мне, на странице товара я не указывал. Вот такие могут быть моменты. Слежение мне как таковое не нужно, но просто здесь сам факт того, что ты прописываешь, что оно есть. Человек заходит и смотрит, да, реально у этого продавца камера со слежением такая, а в том магазине за такую же стоимость, но слежения нету. Так я лучше возьму со слежением. В конечном итоге берешь, а слежения то и нету. Ну и это напрямую вот это вот, как я вам сказал, раздолбайство, некомпетентность, не первый раз сталкиваешься с этим, чисто продать и даже не следят за информацией, какую они дают на странице товара, и в последующем в общении понимаешь, что это дилетант. Человек, ну вот или начинающий, или только учится, или такие моменты есть. Понятно, это человеческий фактор, продают камеры, чтобы вы понимали, не сборщики, не специалисты, не настройщики, не тестировщики. Продают камеру обычные продавцы. Такие камеры это просто наклейка. Вот они на складе их купили, закупили где-то в сборочном цеху, уже готовые камеры без вот этих наклеек просто. И вот это он уже клеит. Он уже перепутал наклейку, он приклеил сюда наклейку с другим приложением. По-быстрому все это сделать. Такие камеры вы можете видеть не только на этом магазине. Можете видеть их на других магазинах также. По характеристикам надо читать, узнавать. Сейчас я подключу ее, вынесу на улицу и посмотрим, как она работает. Вообще, и Sony ли там матрица? Мне вот это еще вопрос интересен. Как я определю? Да просто по картинке дневной и ночной. Все можно понять. Неплохая на свою стоимость картинка с камеры. Камера на видеорегистраторе. Зум работает. Автофокус отрабатывает. Нормально, звук с камеры есть на колонках видеорегистратора, на колонках телевизора, если подключен HDMI кабелем видеорегистратор к телевизору у вас. Все моменты. Камера поворотная, лево-право, вот вверх-вниз перепутан. Лево-право нормально, можно управлять, перенаправлять. Какой плюс? Изначально широкий угол. Ну, по-видимому, где-то 2,8, наверное. Ну, или 3,6, ну, где-то так, но не 4,9, там, как с варифокальными объективами в основном изначально идет. Изначально угол широкий, приближение совсем небольшое, пятикратный зум, как заявлен, вот он так и есть, для небольшой территории что-то там приблизить с небольшой высоты. Возможен вариант, наверное, 5-й этаж, 6-й, по максимуму там приблизил свое авто, так оставил, повернул, и она пишет картинку приближенную. Оптический зум без потери качества. Качество не теряется при приближении, при оптическом зуме. Сказать по дневной картинке Sony матрица или нет, пока не скажу, что ну, качество-то, разрешение видно, что хорошее, детализация хорошая, даже если вот так картинку призумировать, цифровым даже зумом, посредством видеорегистратора или с приложения просто свайпами, то вроде бы качество, так ничего. Дальше будем видеть. Камера на 16 канале и ее характеристики можно посмотреть с видеорегистратора. Но также эту камеру, как обычную IP-камеру, можно на компьютер добавить. Программа CMS, VMS. Смартфон, программа ICC, XMI. То есть отслеживать ее можно откуда угодно, с чего угодно, с планшета, с подключенного к интернету, через интернет из любой точки мира. Формат сжатия 265 и 65X старый, двухформатная камера. Разрешение можно менять. 4К, 4 мегапикселя, 5, 3, 2 мегапикселя. И по максимуму 17 кадров, ну то есть 15 кадров в секунду при разрешении 8 мегапикселей. Поставишь 5, появится у тебя возможность увеличить количество числа кадров до 25. Поэтому тут выбирай, что тебе важно, разрешение или же кадры в секунду. Нужна тебе более плавная картинка, ставь 5 мегапикселей и добавляй количество кадров. Возможность есть, и это неплохо. Тревога. Так, форма автомобиля. На всякий случай проверяю. Нету пока таких камер в системе. 16 канал. Обнаружение людей по силуэту человека, возможно, запись на карту памяти, поддерживает карты памяти, слот есть.
или на жесткий диск видеорегистратора. Вот сейчас ничего не пишет видеорегистратор на 16 канале, потому что камера ему не дает команду. Автомобили, все эти моменты она игнорирует, потому что стоит у нас обнаружение людей. И тест лица, именно фиксация лица человека, пока людей не ходило, поэтому не могу и сказать, фиксирует она и как. Но думаю, что не на большом расстоянии, а именно на этой дорожке. Также ты можешь область сделать, какую хочешь, там, где чтоб работала камера. Направление также, кордоны, вот эти моменты пересечения по полосе. Это также ты можешь делать с приложения на смартфоне, менять вот эти настройки. И также на компьютере. И выделять людей, показать следы, выделять людей рамкой. При сохранении настроек не забывай жать ОК. С видеорегистратора раздел обновления выделил 16 канал. Давайте посмотрим. Версия прописана, прошивки. 22 год, 08, 30. Нет, новой версии нету, поэтому слежения нету слежения. Вот камеры, которые имеют слежение, здесь добавляется в разделе PTZ, добавляется пункт мобил или бильное отслеживание. Некорректный перевод, поэтому здесь есть не вот это слежен, а именно здесь еще внизу дополнительно рамка идет по отслеживанию. Также и в приложении на смартфоне нет возможности включить. Чувствительность по определению человека не на очень большом расстоянии. Ставил в максимальной чувствительности, не знаю, метров 10-12, дальше нет. Не видит она людей, не включает запись. По лицам надо вплотную подойти к камере, и тогда она зафиксирует лицо. Также чувствительность по фиксации лица, можно сказать, плохая. Огромный плюс камеры – это картинка. Да, Sony матрица стоит, дневная картинка на хорошем уровне и ночная также на хорошем уровне. Черно-белая вообще в идеале с использованием инфракрасных светодиодов. Но цветная также хорошая, когда она включает свои дополнительные светодиоды белые, видит все четко в полной темноте. Если у вас на улице будет дополнительное освещение, какой-то прожектор, например, или уличное освещение, фонари, камера будет видеть хорошо ночью даже в цвете. Ее можно оставлять в цвете, она будет в цвете работать. Именно с камеры с Sony матрицей вот отличаются хорошей светочувствительностью, и это можно увидеть в ночном режиме, переведя камеру в цветное изображение. Хорошая, четкая, качественная, не мутная, не размытая, хорошая цветная картинка ночью при небольшом освещении дополнительном. Потому что в полной темноте, в цвете она не будет видеть. А вот нужно какое-то небольшое освещение, маломощный прожектор, лампочка или вот ее светодиодов вполне таки хватает различить и номера автомобиля, и различить черты лица человека. Отлично будет работать. Звук хороший, качество видео хорошее. То, что нету слежения, ну, это, наверное, не одно из важных, что находится в этой камере. По человеку также может включать она и тревогу в динамике, но это я не заостряю на это внимание, потому что, ну, это, наверное, не столь важно в камере видеонаблюдения. Это такие дополнительные плюшки. Карта памяти имеется, запись сохраняется на смартфоне, приложение iCC добавляете, заходите удаленно, смотрите карту памяти, слышите, видите, забираете ролики с карты памяти себе, делитесь. То есть все эти моменты, как IP-камера, можно делать. Подключение на регистратор, подключение на компьютер, FTP сервер, все можно делать. Ссылку на камеру оставляю, подберу, если хотите, в другом магазине, дам ссылку вам в Телеграме, заходите на мой Телеграм-канал, я там с вами общаюсь, подбираю, даю, показываю, рассказываю. Ссылка на мой Телеграм-канал, Телеграм-чат, все под видео. И также все полезные ссылки на регистратор, на все оборудование, которое я вам показываю. В Украине, может, кого, если заинтересовала эта камера, кому срочно надо, вот сегодня-завтра, пока я ее не поставил на свое место, куда планировал, то я тебе продам ее по цене Алиэкспресс. Ну, закажу что-нибудь другое, посмотрю, как оно работает, и заодно контент сниму для своего канала.
Всем удачи, до следующих видео.